Привет! Минута вводной информации, и в этом ролике вы узнаете о возможностях девайса Analog Pocket для создания музыки и использования его в качестве чиптюн инструмента. Рассмотрим поддержку различных флеш-картриджей, синхронизацию с геймбоем и нанолуп с MIDI-устройствами. Конечно же, сравним звук LSDJ с промодом на кирпиче. Поможет нам с этой идеей мой друг-музыкант STM, за что большое спасибо. Подписывайтесь на его ресурсы, если видео вам понравится. И если вдруг вы хотите видеть еще больше полезной информации, то поддержите канал на сервисе Boosty или спонсорством на YouTube. Даже минимальная подписка позволит уделять больше времени для создания контента. Ранний доступ к материалам, исходные файлы проектов и огромная благодарность за ваше внимание. Пишите и слушайте только хорошую музыку. Приятного просмотра. Всем привет! Сегодня будем делать обзор на вот эту пупырку. Что же здесь? Давайте смотреть. У нас здесь Analog Pocket. Такой запакованный прикольный предмет. Так, давайте. О, блин, упаковка очень крутая. Прямо вау-вау-вау. Вот такой вот девайс. Это Analog Pocket. Версия такая темная. Есть белая и черная. У меня черная. Провод. Провод Type-C. Со своим логотипчиком. И у нас тут какая-то бумажечка. Наклеечки. Кайфовые. И что-то тут ссылочка. Давайте сравним с геймбоем. Game Boy Original. Вот. По размерам он, походу, такой же. Ну, чуточку уже. Ну, он прям, мне кажется, как Original. Что дальше? Он увесистый. Он чуть легче, чем Game Boy с батарейками, но он легче. Так, но не легенький, классный, мне нравится. В руках очень кайфово держать. Зажать, не зажать. О, оно включилось. Welcome to Pocket. Давайте, перед тем, как перейдем на главный экран, посмотрим, что из себя представляет вообще сам Game Boy. У него есть стандартный разъем для GBA. Я надеюсь, его видно, вот он подсвечен. И какие провода пойдут? На него пойдет стандартный GBA или Color разъем, мелкий такой. То есть для геймбоя вот такой используется разъем, широкий, а тут маленький. Для геймбоя принтера подойдет. Значит, вот тут вот мини-джек для наушничков. Тут у нас лампочка, то, что он включен-выключен, и, наверное, эта штука будет мерцать, когда он разряжен. Но это не точно. Проверим. Так, здесь у нас динамик. Громче, тише, также подсветку сделать ярче, тусклее. Кнопка выключения. Крутим, вертим, вертим, крутим. Место, вот тут еще один спикер и microSD разъем. Давайте посмотрим, как ведут себя картриджи на этом устройстве. Давайте возьмем сначала обычный LSDJ. Так, во-первых, давайте смотреть, как это все вставляется. Уф. Ну, торчит он. Страшно, что он выпадет, но я когда смотрел всякие видосики, я боюсь, что он как-то отходить будет или там болтаться, люфтить. Не, он держится очень крепко. Прям клево. Кстати, тут шифтики есть, я про них забыл сказать. Это как у Game Boy Advance или SP, у них вот тут есть шифтики. Классно нажимаются, не люфтят. Так, кайфово. Чувствуется солидность. Ладно, давайте попробуем, что у нас тут на картридже находится. Запускаем картридж. Экран большой, огромный. Он больше Game Boy Original. Ну, как бы надо учитывать полезную область, это вот как бы вот эта вот область. А тут она вот такая вот. Она еще больше. Так, EasyFlash у нас ругается. Давайте продуем картридж.
Так, что надо сделать, чтобы отсюда выйти? Resume game. Нет. Выключим игру. Play cartridge. То есть его не надо выключать, как обычный оригинал, каждый раз для того, чтобы перезапустить игру. Это удобно. Но Easy Flash почему-то с ним работать не хочет. Ух ты, вот это прикольно. Вот это новость. Может быть, картридж грязный. Можно попробовать выключить его полностью и запустить. Может быть, так ему понравится. Так, все, загорелся, запускается. Чу. Ну, попробуем запустить. Я вот этот использовал. Попробуем другой, с синей точкой. Угу. Он точно работал. На этом геймбое, вот на этом вот, оно работало. Давайте посмотрим. Тут должна играть приятная музыка. Не-а. Вот так вот. Easy Flash отказывается работать на Analog Pocket, но может быть проблема с прошивкой. Я не знаю. Утверждать не буду. Это Unpocket. Первые подводные камни. Смотрим. У меня есть вот такой вот USB GB Smart Card. Итак, запускаем его. Так, один момент. Давайте еще раз попробуем его вот с ним поиздеваться. Еще попробуем выключить и включить его. Мало ли. Смотрим. Но он не может быть таким плохим. Ну как же так? Вот. Запустим супер крутую штуку, которая 100% должна работать. Play cartridge. Он работает. Так, хорошо. Это прям ужасный ужас, потому что Easy Flash и USB GB Smart Card у меня не запустились. Давайте попробуем. Сейчас. Нет тут реза какого-нибудь, было бы круто. Да, зажал вот так вот один разочек, и можно выйти. Другой USB GB Smart Card. Play cartridge. Error. Ух ты. Зато поменял тему. Очень симпатично. Ну и на всякий случай третий. Жидкое мясо, оно должно запуститься. Да ну нафиг. Па-па-па-па. Не, ну я не мог обосрать все свои картриджи. Это просто невозможно. Ладно, давайте посмотрим, что еще у нас не запустится. Давайте проверим еще пару карточек. У меня есть GB Smart Card на 32 мегабайта или мегабита. Я не помню, что там мегабиты, да. И может быть он запустится. Кто его знает-то? Попробуем. Так, давайте, у меня все-таки появилась надежда, что остальные картриджи тоже должны работать. Так, прекрасно, мы услышали LSDJ. Давайте попробуем все-таки. Ну вот, 32 заработал. Это кайф, это счастье. Давайте попробуем другие. Мало ли, может быть у него тут откисленные контакты были, и он только вот. Я его продул. Давай еще раз. Все фигня, давай сначала. Так, выключаем.
Это EMS 64. Не. Дуй, не дуй. И что, у нас осталось Бенвен. Так, я проверю, работает ли он здесь, на этом картридже. Ну, точнее, на этом геймбое. Ну, он работал всегда, ну, просто покажу. Он работает, да. Давайте, вот, это Бенвен. El Chipo версия 2.2. Заработал Бенвен. Так, давайте попробуем что-нибудь загрузить. Да, надо B нажать, и он тогда загружает автоматически P. Беда только с Easy Flash и с EMS GB64. С Бенвеном с 32 мегабита вот этими карточками. Что у нас там еще? С пиратками проблем нету. Так, это мы проверили. Это замечательные новости, то есть какие-то флешки заработали. Может быть, в дальнейшем флешки заработают и все остальные. У меня есть еще интересный картridж, который вот хотелось бы показать. Мало ли, ну, может, кому-то интересно. Проверим. Выйдем. Попробуем камеру запустить. Тоже интересно. Работает, не работает. Да, я лицо свое покажу. Камера заработала. Японская версия, я очень люблю японские версии. Да, работает. Давайте попробуем, посмотрим, что тут Ремуд написал. У него музыкальный альбом на Game Boy Advance. Интересно, запустится ли оно. Давайте запустим. Я на горячую включил, и он запустился. Все работает. Нажмите старт. Работает. Game Boy GB303. Мало ли, вдруг у кого-нибудь будет. Попробуем. Работает. Так, ладно, эта штука работает. Хорошо. Выходим. Наналуп. Аналог BIOS 1.5. Тут надо выбрать тему. Там, если селект зажимаешь, черненький будет, если старт, то он беленький будет. Так, надо включить звук. Ну, все работает. Но это не стандартный наналуп, а это наналуп с картриджа. Это 2.1. Давайте вытащим этот наналуп. Все, в нем ничего нет. Make Music. О, боже мой, стартин наналуп. Что-то он долго запускался. Ну тут выбираем тему. Тут селект ничего не... Он, видимо, черный будет всегда. Ну, смотрим. Ну, это второй наналуп. Ну, я не вижу никаких проектов здесь. Голяк. Я, может, не видно ничего, но, в общем, по проектам тут голяк. Ничего нету. Демо-трека я не вижу. Было бы круто, если был бы демо-трек. Наналуп. Классно. Картриджи не работают, которые флешки. Но это на версии... Давайте посмотрим. Версия 1.0b. От 30 января.
Ну, она, по идее, свежая. Ну, пока что так. Ну, я очень огорчен. Давайте все-таки послушаем, как звучат разные геймбои. Сейчас я включу один и тот же проект LSDJ на оригинале. То, как я, собственно, его и писал. Послушаем, как он должен звучать. Потом мы послушаем, как этот же проект звучит на Pocket. А теперь другой. Ну, давайте, может быть, noise канал добавим, посмотрим, может, какая разница какая-нибудь. Ну, не знаю. Звучит оно точно так же. Может быть, что-то где-то как-то, но я не вижу разницы. Надо проверить, работает ли LSDJ с флешки. Можно ли сохранять много версий LSDJ? Можно ли вообще сохранять на флешку что-либо? И давайте проверять, как оно работает. Значит, нам нужен Game Boy. Вот мы выбираем эмулятор Game Boy. Мы не используем картридж. Давайте это уберем. Мы не используем картридж, мы используем ромы, которые у нас на флешке. Значит, ромы должны находиться в папке Assets. Это папка, которая находится в корне, и все ромы, неважно под какую платформу, будут всегда искаться именно в папке Assets. Там я создал папочку Game Boy, ромы, и вот сюда скинул все ромы, с которыми я работаю. Вот тут у меня несколько версий LSDJ. Давайте смотреть, какой-нибудь 8 подключим. Так, хорошо. Дзынькнуло. Тут нельзя менять скины. К сожалению, эта функция тут не работает. Значит, мы берем, заходим в наш режим. У нас тут LSDJ. Подключаем проводочек нашей синхронизации. Ну, это оригинальный провод. Не какой-то особенный, а оригинальный провод от Game Boy. Ну, давайте попробуем запустить. Вот, это второй Game Boy играет. Он синхронизировался. Если мы тут поменяем скорость. Синхронизация есть. Звучит хорошо. Можно использовать. Сохраняет ли оно? Давайте что-нибудь изменим. Давайте темп поменяем. Сохраним, Save нажмем. Значит, мы тут поменяли, что мы тут поменяли? Темп на 126, было 90. То есть, наша задача сейчас проверить, если мы выключим ROM и запустим его заново, останутся ли изменения. Открываем опять же ROM, открываем Game Boy, запускаем. Ну, был 8. Запускаем 8. И темп 126. Сохранения изменились. Сохранения лежат в корне флешки, папка Save. И там Save лежит в той же подпапке, которую вы создали в папке Assets. То есть сейвы есть, сейвы работают. И можно использовать кучу LSDJ версий. Ура! Стандартный Link Pro прекрасно синхронизирует Game Boy Original и Game Boy Pocket. К аналог Pocket можно подключить Arduino Boy.
Он работает, но работает нестабильно. За пару дней у меня не получилось ни разу, чтобы проиграл трек от начала до конца без косяков. Пока что советовать не буду, но оно работает. Давайте проверим. Сужение ума на земле. Век пак на земле. Люди. Analog Pocket, естественно, поддерживает аналоговый метод управления. У меня есть вот еще Nanoloop Pocket MIDI In. Это специальный проводочек для того, чтобы синхронизировать Nanoloop, который здесь, с любым аудиоустройством, с любым устройством, которое передает MIDI синхронизацию. Попробуем. Надо его вскрыть для начала. Вообще не хочется эту коробку царапать. Она такая матовая, приятная на ощупь. Unboxing. Кажется, что у нас мы купили какой-то аксессуар. Выбрасываем. Такой вот MIDI-переходник на стандартный разъем геймбоя. То есть этот разъем, этот проводочек подойдет на Game Boy Advance. Он усовывается туда. Все работает. У нас идет MIDI out, который обычно на 5-пиновый проводочек приходит нам сюда. И здесь используется адаптер под Game Boy Pocket. Он также подойдет на Color, и он... Не, на Color он не подойдет, он не поддерживает версию 1. В общем, для Game Boy Advance и для Pocket этот проводочек подойдет. Так. Давайте зайдем в Tools. В Tools у нас Nanoloop. Мы хотим синхронизировать наш Nanoloop с чем-то. Заставка очень долгая. Мне это вот не нравится. Ждать приходится какое-то время, ее нельзя никак ускорить. Ладно, запускаем Nanoloop. Давайте что-нибудь тут проставим. Значит, у вас написан уже вот здесь какой-то проект. Вы играетесь, и чтобы синхронизировать на новых версиях Nanoloop, это не так просто. Точнее, это не так очевидно. В документации нормального объяснения нету. Ну, в общем, смотрите, надо попасть в нижнее меню, навести вот на вот эти стрелочки и зажать А. Можно менять режимы, а вверх он меняет столько, сколько он тактов будет играть за один паттерн. В крайнюю правую он начнет синхронизироваться с каким-то внешним устройством. Это может быть аналоговое устройство, либо это MIDI устройство. Он то и то теперь хавает вот в таком виде. Значит, А зажали, ждем синхронизацию. Тут на MIDI у меня настройки какие стоят? У меня стоит синхронизация on, то есть мы передаем отсюда темп. Главное, чтобы был send sync. Это единственное, что требуется. Нажимаем старт. Ну, вот такое вот. Написать особо я ничего не успел, но синхронизация работает. И я этому очень-очень рад.
Так, на своем Analog Pocket я обновил последнюю версию прошивки от 11 января 2023 года и перепроверил все свои картриджи. Единственный картридж, который у меня не запустился, это EMS GB Smart Card. На форуме написали то, что этот картридж не поддерживается вообще. Так что либо ждем новую прошивку, либо забываем про этот картридж. Относительно Easy Flash. Ребята с Boosty подсказали то, что работает она исключительно с быстрой версией SD-карточки. Также на форуме было написано то, что бета-версия, которая, к сожалению, недоступна, на ней тоже все работает, но я не смог этого проверить. Относительно синхронизации. Значит, Arduino Boy работает, но синхронизация нестабильна. Аналоговая синхронизация работает как часы, все прекрасно, и работает MIDI-in провод. С Manuloop проблем нет. После того, как я установил прошивку новую, у меня появилась папка OpenFPGA, и тут теперь мы можем запускать LSDJ. Многоверсионность есть, и поддержка сохранений тоже есть, так что можно писать треки без картриджа. Относительно этого как бы все. Относительно геймбоя все работает, что хотелось. Но так как это не только геймбой, но еще и поддержка других консолей, теперь можно запускать другие платформы и писать треки на них. Я вот, к примеру, выбрал NES и NTRQ трекер, он мне очень нравится. Короче, возможностей полно, и я очень советую тем, кто хотел приобрести эту штуку, но имейте в виду, работает не все. Писать на нем треки удобно, не считая вот тут небольшое расстояние, но оно значительно больше, чем на оригинальном геймбое. И пальчик туда-сюда вот для написания трека не очень удобно. Приходится изгибаться. Но это, боже мой, это мелочи. Я думаю, на этом все. Было очень приятно все это рассказывать. И тем более я сам удивился, обнаружив много всяких новых вещей. Вот. Так что все. Думаю, это было полезно. Пока-пока.